Когда пятилетняя история исчезновения Джеймса Харпера наконец-то вышла на свет, она поразила многих своей необъяснимостью. Обычный мужчина 36 лет отправился в короткое путешествие по Карибскому морю. Никто и не предполагал, что его яхта бесследно исчезнет с радаров. В ясный и солнечный день, когда все шло по плану, неожиданно все изменилось. Связь с судном оборвалась без предупреждений, ни единого сигнала бедствия или малейшего признака неприятностей. Спасательные команды обшарили акваторию, но яхта будто растворилась в водах. Тем временем, на самом краю нашего мира Джеймс Харпер оказался на неизвестной земле, острове, который не значился ни на одной карте. Никто не мог объяснить, как он туда попал. Его поиски закончились только через 5 лет, когда случайная рыбацкая шхуна причалила к прибрежным водам. И как будто этого было недостаточно, после спасения мужчину ждала новая загадка. Остров буквально исчез. Открытое море теперь царило на его месте. Никаких следов, никаких признаков того, что он когда-либо существовал. Как Джеймс оказался на этом острове? И почему его никто не смог найти все эти годы? Вопросов больше, чем ответов. Остров был окутан тайной, а события развивались так стремительно, что никто не успел их осмыслить. Этот странный и необъяснимый поворот событий заставляет нас задаться вопросом о том, насколько мало мы знаем о нашем мире и его скрытых уголках. И, как оказалось, это было лишь началом захватывающей истории о таинственном месте, которое исчезло так же быстро, как и возникло. Загадки необитаемой Земли. На загадочном острове, на который судьба забросила Джеймса Харпера, многое было не так, как казалось на первый взгляд. Отсутствие на картах делало его призрачным и почти мистическим. Когда вы приближаетесь к необитаемой земле, вы ожидаете встретить следы прошлого, брошенные здания или остатки человеческой активности. Но здесь не было ничего. Только первозданная природа, как будто ни одна нога человека не ступала на эти берега. Джеймс обнаружил, что остров скрывает свои тайны очень тщательно. Ландшафт на первый взгляд выглядел дружелюбно, с мягкими песчаными пляжами и тропической растительностью, но он таил в себе немало секретов. Когда Харпер начал исследовать остров, то обнаружил странные образования из камней, которые были слишком идеально расположены, чтобы быть результатом природного явления. Это были загадочные круги, напоминающие древние мегалиты, но поменьше размером. Без единой надписи или рисунка они вызывали лишь больше вопросов. Даже фауна на острове казалась необычной. Джеймс наткнулся на редких птиц, которых никогда не встречал ранее. Они не боялись человека, как будто давно привыкли к его присутствию. Кроме того, в глубине острова била горячая вода, источник которой не удавалось выяснить. Вокруг стоял легкий серный запах, придавая всему месту еще более загадочный оттенок. С каждым днем пребывания Джеймса на острове становилось все более загадочным. Он чувствовал, что это место полно тайн, которые не спешили открываться перед ним. Однако самым удивительным оставалось то, что остров, казалось, помнил о его временном обитателе. Все признаки странных явлений исчезали так же быстро, как и появлялись, оставляя за собой лишь легкий след на песках времени. Жизнь в одиночестве. 5 лет на неизвестной территории. На острове, где Джеймс Харпер провел 5 долгих лет, его ждал настоящий вызов. Полное отсутствие цивилизации означало, что каждый день сопряжен с борьбой за выживание. Первым делом Джеймс обустроил себе убежище из подручных материалов, бамбука и пальмовых листьев. Его новый дом был далек от привычного уюта, однако вполне защищал от тропических ливней и палящего солнца. Без инструментов и запасов Джеймс самостоятельно ловил рыбу и собирал фрукты, которые находил в изобилии на острове. Оказалось, что на острове обитали черепахи, яйца которых стали важным источником белка. Время от времени ему удавалось поймать раков или морских ежей в прибрежных водах. Ежедневно Харпер обходил территорию, выискивая возможные спасения, оставаясь бдительным к каждой детали. Он делал запасы пресной воды, собирая ее в самодельные емкости из кокосов и оставляя их на открытом воздухе для наполнения дождевой водой. Парадоксально, но одиночество и изоляция вынудили его стать наблюдательным, внимательным к мелочам. Джеймс научился распознавать приметы природы, слушал ветер и дождь, чтобы предсказать приближение шторма или найти путь сквозь густые джунгли. Его существование превратилось в серию испытаний, каждая из которых требовала терпения и находчивости. Проходили месяцы за месяцами, и он привык к одиночеству. Но даже в самые тяжелые моменты Джеймс не терял надежды на спасение. Вид кораблей на горизонте, даже самых далеких, становился поводом для нового плана по привлечению внимания. Весь его мир сузился до этого острова, который стал как дом, так и тюрьма одновременно. Спасение или случайность? Удивительная история возвращения.
Пятилетнее заточение на острове, который не значился ни на одной карте, подошло к концу благодаря невероятной случайности. Однажды утром, когда Джеймс Харпер наблюдал за горизонтом, всматриваясь в бескрайние воды, он заметил отдаленный кораблик. Это была рыбацкая шхуна, забредшая в эти воды в поисках богатого улова. Джеймс, осознавая, что это шанс, которого он ждал столько лет, бросился к прибрежной линии. Он поджег собранные заранее сухие листья и ветки, создавая сигнальный огонь. К счастью, рыбаки заметили дым и направились к острову. Когда шхуна причалила, рыбаки были ошеломлены его появлением. Они и представить себе не могли, что на этом пустынном острове кто-то мог выжить столько времени. Джеймс едва мог поверить, что наконец-то его спасли. Он был исхудавшим, но невероятно решительным вернуться к жизни. Когда его приняли на борт, Джеймс рассказал свою историю, удивляя рыбаков стойкостью и выносливостью, позволившими ему выжить. Однако самым поразительным было то, что через несколько дней после спасения остров просто исчез. Все, кто возвращался в этот район, находили лишь открытое море, ни единого намека на землю, которая приютила Джеймса столько лет. Эта загадка заставила многих задуматься о тайнах океана и его скрытых уголках. Вопрос о том, как остров мог исчезнуть, остается без ответа и до сих пор будоражит умы исследователей и ученых. Пребывание Джеймса на этом мистическом месте и его удивительная история возвращения навсегда изменили представление о том, что скрывается за горизонтом. Исчезнувший остров. Загадка, ставшая реальностью. Остров, который оказался временным домом Джеймса Харпера после его спасения, исчез так же таинственно, как и появился. Все, кто пытался найти это место снова, находили только бесконечные просторы океана. Ни одного камня или песчинки, никакого признака того, что здесь когда-то была суша. Этот феномен вызвал ряд вопросов у ученых и исследователей. Как целый остров мог исчезнуть без следа? Куда делись все следы его существования? Теория одного из экспертов заключалась в том, что остров был не более чем иллюзией, возможным миражом, вызванным редким природным явлением. Однако Джеймс, который прожил на нем 5 лет, явно не мог быть обманут миражом столь долго. Его подробные описания жизни на острове подтверждают реальность его существования. Имел ли этот загадочный остров какую-то особую связь с подводными течениями или тектоническими процессами, остается загадкой. Возможно, остров был лишь внешним проявлением скрытой силы океана, которая выходит на поверхность лишь на короткое время. Это предполагает, что в океане могут быть и другие подобные места, которые остаются невидимыми для людского глаза. Остров Харпера привлек внимание не только ученых, но и обычных людей по всему миру. Эта история напомнила о том, сколько неизведанных тайн скрывает океан. Многие задаются вопросом, сколько еще таких островов может появиться и исчезнуть, оставаясь неуловимыми для наших карт и технологий. Этот случай заставляет задуматься о многом, оставляя людей в ожидании новых открытий и разгадок тайн глубин. Тайна глубин. Что на самом деле скрывает океан? После удивительного исчезновения острова поиски разгадки сосредоточились на океанских глубинах. Морские геологи и океанографы начали исследовать этот район, пытаясь найти хоть какие-то улики или объяснения. Океан полон тайн, и его глубины скрывают множество неизведанного. Были инициированы экспедиции с целью картографирования морского дна, однако все изученные подводные снимки не обнаружили следов затонувшей суши или каких-либо отклонений в морфологии дна. Это заставило некоторых исследователей предположить, что остров мог быть геологическим феноменом, образовавшимся и разрушившимся за короткий период времени. Тем временем океан оставался равнодушным к человеческим домыслам. Огромное количество энергии, скрытое в его глубинах, могло изменять ландшафт быстрее, чем нам это кажется возможным. Некоторые ученые начали рассматривать гипотезы о возможных подземных вулканических активностях или подводных оползнях, которые могли бы объяснить исчезновение острова. Тем не менее, что бы ни вызвало исчезновение этой земли, ни один прибор не смог зафиксировать какие-либо сейсмические аномалии в этом районе. Джеймс Харпер, ставший главным свидетелем этого феномена, также продолжил наблюдать за развитием событий. Он часто разговаривал с учеными о жизни на острове. Но даже с учетом всех его рассказов, разгадка оставалась вне досягаемости. По мере того, как технологические возможности человечества растут, возможно, однажды мы все-таки сможем выследить эти скрытые силы океана. Пока же этот случай остается одним из самых загадочных в истории, указывая на то, как мало мы знаем о Земле и океане, и как много еще предстоит открыть. Последствия. Как загадка острова изменит наше понимание мира? История Джеймса Харпера и исчезнувшего острова открыла новый фронт для размышлений и исследований, влияя на многие сферы науки. Первоначально она привлекла внимание географов и океанологов, которые пытались понять, как целый остров мог исчезнуть без следа.
Однако постепенно интерес к этому случаю распространился и на более широкие научные круги. Многие исследователи начали задумываться о возможности существования неких аномалий, которые могут скрываться в океанских глубинах и оставаться незамеченными современными технологиями. Эта мысль вызвала волну новых исследований, направленных на изучение подводных феноменов, которые могут внезапно возникать и исчезать. Мистическое исчезновение острова также повлекло за собой дискуссии о наших картах и мореходных путях. Карты, которые мы используем, чтобы ориентироваться в мире, вновь подверглись сомнению. Если остров мог появиться и исчезнуть так быстро, сколько еще участков суши остается неучтенными? Это открытие может привести к значительным изменениям в картографии и морской навигации. Другая, не менее важная область, затронутая этой историей, это выживание в экстремальных условиях. История Джеймса открыла новую страницу в изучении способности человека адаптироваться и выживать в изоляции. Его методы и практики, использованные на острове, стали предметом анализа, который может быть применен в более широком контексте. От подготовки мореплавателей до изучения жизни на других планетах. Наконец, широкий интерес к этому случаю спровоцировал пересмотр некоторых теоретических представлений о взаимодействии природных сил и их влиянии на нашу планету. Загадка исчезнувшего острова остается нерешенной, но она уже изменила наше понимание о том, насколько динамичным и сложным может быть наш мир. Возможно, в будущем мы сможем не только разгадать эту тайну, но и открыть для себя совершенно новые аспекты науки и природы, о которых раньше даже не подозревали.